Всем привет! Знаете, бывает такое ощущение, будто попал в какой-то день сурка, когда раз за разом проживаешь одну и ту же неприятную ситуацию. Один и тот же спор, те же обиды, тоже недопонимание. Так вот, сегодня мы как раз и поговорим о том, почему так получается. И самое главное, как из этого замкнутого круга наконец-то выбраться. Ну вот, например, тот самый разговор с близкими, который, как ни начни, заканчивается одним и тем же. Или какой-нибудь рабочий конфликт, который вспыхивает буквально на ровном месте, всегда по одному и тому же сценарию. Это же жутко изматывает, правда? Создается такое чувство, будто просто упираешься в стену. И вот что интересно. Оказывается, все это не просто череда случайностей. У таких ситуаций есть свои, пусть и невидимые, правила. Это как будто неписанные сценарии, а мы в них играем роли, даже не осознавая этого. Итак, что же это за такая ловушка повторяющегося сценария? Давайте-ка разбираться. Как она устроена? И ведь такие сценарии, они же повсюду, если присмотреться. Классический спор на семейном застолье, вечный поиск виноватых на работе, ну или бесконечные баталии в интернете. Но самая большая опасность тут вот в чем. Со временем мы не учимся выходить из этих ситуаций, а просто становимся в них более опытными игроками. Начинаем лучше играть свою роль в драме, вместо того, чтобы увидеть ее со стороны. И вот это, пожалуй, ключевой момент. Просто понять, ага, вот он опять тот же самый сценарий, этого, увы, недостаточно. Этого не хватит, чтобы разорвать парочный круг. То есть просто знать правила игры — это еще не значит перестать в нее играть. Хорошо, если простого понимания мало, то что же тогда делать? А решение, как ни странно, в том, чтобы полностью сменить угол зрения, примерить на себя роль своего внутреннего антрополога. Давайте посмотрим, что это такое. По сути, внутренний антрополог — это такой образ мыслей, когда мы как бы делаем шаг в сторону и начинаем наблюдать за социальными ритуалами, в которых участвуем. То есть вместо того, чтобы с головой нырять в эмоции, мы становимся исследователем. Это очень мощный инструмент, который помогает внести ясность, но при этом не делает нас какими-то холодными и отстраненными циниками. И вот тут очень хорошо видна разница. С одной стороны, эмоциональный участник. Это когда мы реагируем на автомате, чувствуем себя в ловушке, концентрируемся на людях, кто прав, кто виноват. А с другой — ясный наблюдатель. Он делает паузу, он видит всю структуру этой драмы, и его фокус смещается с людей на правила игры. Не кто виноват, а что здесь на самом деле происходит. И я хочу еще раз подчеркнуть, этот сдвиг — это не про то, чтобы сказать себе «я выше всего этого». Совсем нет. Это про то, чтобы сказать «ага, я понимаю, в каком ритуале я сейчас участвую». Это про осознанность, а не про высокомерие. Так, хорошо, с образом мыслей вроде бы понятно. Но как это применить на практике? Как научиться читать эти невидимые сценарии? Вот как раз об этом мы поговорим дальше. И самый первый шаг здесь — это научиться превращать свои эмоции в исследование. То есть вместо того, чтобы мгновенно реагировать, кричать в ответ, обижаться, защищаться, просто сделать паузу, буквально на секунду замедлиться и включить любопытство. Так, а что тут за механика такая интересная? И для этого у нашего внутреннего антрополога есть 3 таких, знаете, пылевых вопроса. Вопрос первый. Какое неписанное правило, какая норма здесь работает? Ну, например, норма «на семейных ужинах не принято критиковать старших». Второй вопрос. Кому выгодно, чтобы это правило сохранялось? И третий, возможно, самый главный. Какую роль в этом сценарии предлагают сыграть именно мне? Итак, мы научились наблюдать, задавать правильные вопросы, но как же, собственно, выйти из этого сценария? Давайте переходить от анализа к конкретным действиям. И тут сразу важно оговориться. Выйти из сценария — это не обязательно означает какой-то драматичный побег. Это не всегда про то, чтобы хлопнуть дверью, разорвать отношения или уволиться. Хотя, конечно, иногда и такое бывает нужно. Чаще всего выход — это про отказ играть предложенную роль. Это не громкий взрыв, а такой тихий, тонкий саботаж сценария. Просто не сказать ту реплику, которую от тебя ждут. Не дать ту реакцию, на которую рассчитывают. Это такой небольшой сбой в программе. Вот смотрите, есть такое простое упражнение, которое называется «антрополог себя». Шаг первый. Выбираем одну конкретную, постоянно повторяющуюся неприятную ситуацию. Шаг второй. Задаем к ней те самые 3 полевых вопроса. Шаг третий, самый важный. Решаем совершить одно единственное микродействие, которое пойдет вразрез со сценарием. И шаг четвертый — просто наблюдаем за результатом, без оценок и осуждений. А что такое это микродействие? Да что угодно. Это может быть просто стратегическая пауза перед ответом. Или отказ говорить ту фразу, которую все ждут. Можно изменить сам формат ответа. Или, скажем, просто выйти из рабочего чата или дискуссии, когда она начинает идти по знакомому кругу.
Любой, даже самое крошечное отклонение от привычного хода вещей. И вот что важно. Цель этого микродействия не в том, чтобы победить в споре, и не в том, чтобы доказать свою правоту. Нет. Цель — это чистый эксперимент. Мы просто хотим проверить гипотезу. А что вообще произойдет, если я откажусь играть свою роль? Сценарий развалится или продолжится, как ни в чем не бывало? Хорошо, мы разобрались, как видеть пьесу, как читать сценарий. В чем же главная ценность этого умения? Где тут свобода? Давайте сразу проясним. Такой антропологический взгляд на вещи не сделает жизнь волшебно лучше. Это не панацея. Конфликты никуда не денутся, и неприятные люди тоже. Но этот подход делает жизнь гораздо яснее. И, что самое главное, более управляемой. Вместо того, чтобы быть просто марионеткой в чужой пьесе, мы начинаем видеть ее ниточки, ее структуру. А когда видишь структуру, появляется выбор. Как реагировать, стоит ли вообще участвовать, а если да, то на каких условиях. Появляется контроль. И в этом, наверное, и есть главный итог. Свобода — это не когда нет проблем. Свобода — это когда есть выбор. И самый первый шаг к этому выбору — это просто научиться видеть тот сценарий, в котором нам предлагают сыграть очередную роль. Вот такая мысль.